Представьте, что вы просыпаетесь утром в Средневековье. Никакого кофе, никаких магазинов, никакого холодильника. Ваша еда зависит только от того, что удалось вырастить, поймать или сохранить на зиму. Некоторые продукты, которые мы считаем обычными сегодня, в те времена были редкостью. А другие блюда, наоборот, были повседневной частью жизни людей. Так что же на самом деле ели люди в Средневековье? Давайте посмотрим на 10 продуктов, которые чаще всего появлялись на столах людей того времени. Хлеб. Хлеб был самым важным продуктом в Средневековье. Для многих людей он составлял основную часть рациона. Его пекли из разных злаков, чаще всего из ржи, ячменя или овса. Пшеничный хлеб считался более дорогим и обычно попадал на столы богатых людей. Иногда хлеб был настолько грубым, что в нем можно было найти даже мелкие частицы камня от жерновов. Каша. Еще одним очень распространенным блюдом была каша. Зерно варили в воде или молоке, иногда добавляя овощи или бобы. Такая каша была дешевой, сытной и легко готовилась. Поэтому она была обычной едой для крестьян. Капуста. Капуста была одним из самых популярных овощей Средневековья. Ее было легко выращивать и хранить. Капусту добавляли в супы, тушеные блюда и каши. Иногда ее даже квасили, чтобы она дольше сохранялась зимой. Репа. До появления картофеля главным корнеплодом в Европе была репа. Она была дешевой и довольно питательной. Репу варили, жарили или добавляли в супы. Для многих крестьян она была важной частью зимнего рациона. Лук и чеснок. Лук и чеснок использовали почти во всех блюдах. Они помогали придать еде вкус и аромат. Кроме того, люди верили, что чеснок помогает защищаться от болезней. Поэтому его часто употребляли не только как приправу, но и как лекарство. Еда в Средневековье была простой, но очень важной частью жизни людей. То, что сегодня кажется нам обычным, тогда могло быть роскошью. А многие продукты, которые ели люди в Средневековье, остаются частью нашей кухни и сегодня.